По поводу боли в пояснице. Согласно германской новой медицине, боли в пояснице у нас возникают после того, как мы пережили определенный конфликт, связанный с самообесцениванием себя в целом как личности. Это может быть какая-то одна сторона нас, одна ипостась, как мы как жена, допустим, или мы как ученица, или мы как учитель, или мы как мать, или мы как профессионал. Вот любая из этих ипостасей, но в целом мы себя не чувствуем полноценной. Мы не можем каких-то успехов добиться, а у нас все плохо вот в этой части нас. И тогда нам в помощь включается поясница. Она всегда реагирует на такое вот, это называется центральное самообесценивание, сомнение в отношении самих себя. То есть, когда мы полностью ставим себя под сомнение, полностью, когда мы считаем себя, так сказать, если грубо говорить, прям каким-то, полным ничтожеством. То есть, когда мы не справились, когда мы не смогли соответствовать каким-то либо своим пониманиям тому, как это мы можем представлять себя там в обществе, или это когда кто-то нам навязал какие-то нормы, правила. Вот очень часто я сталкиваюсь с тем, что, например, у молодых мам болит поясница, и часто говорят, что это, например, от того, что носишь ребенка, ребенок тяжелый и так далее. Но это вообще не от этого. То есть женщина, когда ходит беременная, она представляет себе какие-то идеальные роды, да, что вот так она родит, вот так вот приложит к груди, вот так вот она будет потом ребенка кормить, вот так вот она будет там за ним ухаживать. В реальности оно обычно происходит не так. И чем четче и так вот, знаешь, более жестко у женщины было какое-то определенное представление, как должно быть, а потом оно не соответствует тому, что есть. То есть, если человек не принимает, хотела по одному, получилось по-другому, так тоже неплохо. Вот главное мягко воспринимать вот эти все несоответствия. Но если человек достаточно жестко поставил себе какую-то высокую планку, а потом сам же считает, что он с ней не справляется и не соответствует, у него будет включаться поясница. И реагировать, и боли мы должны всегда подумать, когда у нас болит поясница, в чем я себя самообесценил, в чем я считаю, что я не справляюсь, в чем я выгляжу ничтожеством. Второй случай после мамочек, это, конечно, какая-то профессиональная реализация. Сейчас мы очень много учимся, мы много заканчиваем курсов, мы как-то растем в своих образованиях, да, и потом нам надо это как-то реализовывать, и мы пытаемся сейчас через соцсети как-то раскручиваться, это очень часто тоже распространенная такая тема, или там ищем на работу себе даже офлайн как-то, где-то ищем, и не можем найти там, или нам не перезванивают после того, как мы прошли собеседование, не приглашают на работу, или мы пишем посты, там какие-то приглашаем на какие-то даже бесплатные семинары, на бесплатные какие-то вещи, которые мы делаем, а никто не приходит, или даже там не благодарят, не лайкают, у каждого своя эта тема. Тоже человек может подумать, зачем я учился, да, что я ничего не могу, я ничего себе не представляю, я не справляюсь с той идеальной, с той картинкой, идеальной меня, которую я себе нарисовала в своем воображении. Поэтому потом болит поясница. Это такие две самые распространенные причины. У каждого они могут быть свои. Возможно, у кого-то в личных отношениях, если там муж, не дай бог, изменил или сказал, что давай разводиться, женщина тоже очень может себя обесценить, что я никакая жена, я не справилась, я не смогла удержать мужчину. И тут главное понимать, что единоразовый прогон программы, так называемый в германской новой медицине, называется единоразовый прогон программы, когда мы один раз, где-то попали в какую-то ситуацию и себя так самообесценили, поругали, у нас там поясница может поболеть там несколько часов или даже там 5 минут и пройти. И это не страшно. Но когда мы понимаем, что у нас болит изо дня в день, из месяца в месяц, может быть, из года в год, то значит, что мы постоянно находимся в этом конфликте самообесценивания. Мы постоянно один за днем себя ругаем. И конца и края этому нет. И тогда это будет болеть, то, что называется зависший конфликт. И его надо, конечно, разрешать как можно быстрее, потому что это не просто болит, это на уровне клеток происходит постоянная трансформация клеток, которая не проходит бесследно. И когда-нибудь, когда достигнется какая-то критическая масса, может случиться что-то
что-то более серьезное. Как мы знаем, вот, пожилых людей часто бывает там что-то там шейка бедра, допустим. Это все равно это тазовая область, вот, или там копчик, или еще какие-то косточки, там, или тазобедренные суставы тоже начинают там как-то выгибаться или что-то еще нарушаться. Вот это все как бы вот это место таза. Вот. Но и первое показатель того, что там у нас уже что-то не в порядке, это когда начинает болеть поясница. Там еще есть, это не только этим ограничивается, там еще есть несколько других конфликтов, связанных с органами малого таза, например, с почками, тоже может отдавать в поясницу. То есть надо рассматривать конкретно каждую ситуацию индивидуально, но в целом это вот самое распространенное, это вот эти причины, которые я назвала, это центральное самообесценивание называется. Вот. И главная рекомендация, какая в этом случае как бы советуется, рекомендуется, это восстанавливать свою самооценку, понимать, что ты такая, какая ты есть, что ты сделала, все, что я могла, я делала, и я молодец в любом случае, это самое основное. Потому что от того, что ты себя ругаешь, нету толку просто абсолютно вообще никакого, вот это понять. Хвалить себя за любое достижение, даже не за достижение, а просто за прожитый день, за то, что я там встала, кое-что сделала, куда-то сходила, или даже просто отдохнула, допустим. Все равно за все себя хвалить, это самое основное. Вот. Потом там есть еще определенные физиологические процедуры, которые можно использовать. Это очень хорошо рекомендует уже германская медицина, это принимать соленые ванны. Есть делать массажи определенной техники, например, с помощью гуаша, именно для поясницы. Есть пиявки, тоже очень хорошо помогают. Это все как бы средства, которые помогают восстановиться после конфликта, который уже разрешен. Надо только понимать. Если мы будем использовать физиологические методы без разрешения конфликта, они будут помогать либо локально, либо временно, либо вообще не помогать. То есть основное, что надо сделать, это выйти из той ситуации самообесценивания, где мы себя ругаем. Это основное. И оно восстановится само собой достаточно, как бы быстро, в зависимости, конечно, от того, у нас есть определенная даже формула, как посчитать, сколько ты будешь восстанавливаться. Вот мы это на курсе все проходим. Но надо понимать, что все восстановится, если мы перестаем зависать в этих конфликтах. Это самое основное. А помочь своему телу быстрее выздороветь, вот помогают средства, которые я уже перечислила. Поэтому разрешай свой конфликт, пожалуйста, и хвали себя, уважать себя надо, понимать всегда свои силы, реально как бы оценивать. И стараться делать все, что я могу в каждой конкретной ситуации, и и хвалить себя, говорить, что ты молодец, что ты умничка, что ты справилась. Это основное. Вот. И береги себя, конечно, и свое тело, которое еще пригодится.